Всем здравствуйте! Меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязание. Сегодня предлагаю вам связать вот такую красивую козочку из полухлопковой пряжи. Вот так я вам показываю. Козочка самостоятельно может вот так сидеть устойчиво. Вот такая у нее форма, вот по спинке. Это цельно вязаная игрушка. У козочки вяжем отдельно ножки, потом начинаем вязать туловище. Задние ножки пришивные, передние ножки ввязываются, далее вывязываем голову, пришивные ушки и рожки. И вот получается такая красивая игрушка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нравится такая козочка из полухлопковой пряжи. По сантиметрам я замеряю от рожек и вот до ножки, то у меня получается 9,5 сантиметров. Игрушка очень красивая. Козочку я дополнила вот таким колокольчиком и пришила ей цветочек. Как я и говорила, для козочки я использовала полухлопковую пряжу. Это джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров. И вязала крючком 2 миллиметра. Давайте вместе с вами будем вязать вот такую красоту. Свяжем ножки. Я беру дополнительный цвет. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд вяжем 12 столбиков за заднюю стенку. И вот так продолжаем вязать до конца ряда. И последний столбик в третьем ряду завершаем цветом тела, основным цветом. Четвертый ряд 12 столбиков основным цветом. Вяжем до конца ряда. Дополнительный цвет отрезаем. Эти два хвостика завязываем на 2 узелка. Пятый ряд тоже вяжем 12 столбиков. Довязываем до конца ряда. Шестой ряд
2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем так 3 раза, и в конце 6-го ряда 9 столбиков. 7-й, 8-й ряды тоже провязали по 9 столбиков. Также вот нижнюю часть наполнили хорошо наполнителем. Вот видите, уже ножка держит свою форму. Следующий это 9-й ряд. Здесь убавка в начале ряда и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. В конце 9-го ряда 8 столбиков. И 10-й ряд тоже провязываем 8 столбиков. Вяжем их так до конца ряда. И последний 11-й ряд. Складываем ножку пополам и провязываем 4 столбика за 2 стороны. 1, 2, 3 и 4. Здесь ниточку делаю коротенькую. Всего вяжем 4 ножки. У 2 ножек делаем ниточки коротенькие, так как будем их ввязывать. И 2 ножки ниточки оставляем длинные для того, потому что мы их будем пришивать. Вяжем тело, берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колечко затягиваем. В первом ряду 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 8 прибавок. И в конце второго ряда 16 столбиков. Третий ряд 1 столбик, следующий прибавка. Повторяем так 8 раз. В конце третьего ряда 24 столбика. Четвертый ряд 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце четвертого ряда 30 столбиков. Пятый ряд 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем 6 раз. В конце пятого ряда 36 столбиков. В шестом ряду вывяжем хвостик. Провязываем 1 столбик без накида. И для хвостика набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида. В следующую полустолбик с накидом. И снова полустолбик с накидом. И соединительная петля в сам столбик. Вот получился такой хвостик. Далее 35 столбиков без накида. Седьмой ряд вяжем 36 столбиков. Провязали 1 столбик, хвостик
опускаем и в следующий столбик провязываем столбик. И так довязываем до конца ряда 36 столбиков без накида. С 7 по 10 ряд вяжем по 36 столбиков. 7, 8, 9 и 10. Теперь в 11 ряду нужно сделать 6 убавлений, и они расположены все сзади, там где вот находится хвостик. Я отметила маркерами, где будут располагаться у меня убавления. В одну сторону у меня получается 4 убавки. И вот в завершении ряда будет еще 2 убавки. Вы смотрите по своей плотности вязания, совпадает ли она с моей. Или вот сделайте по своему вязанию, посмотрите, чтобы хвостик был по центру этих вот убавлений. И смотрите, если вот получается вот так круг, убавки складываем, и они вот совпадают у меня. Видите? Получается вот одинаково относительно хвостика. Убавления будут располагаться с одной и с другой стороны. Если у вас по-другому, то посчитайте по своей плотности вязания, сколько у вас будет убавлений в одну сторону и сколько вот под завершение ряда. 4 убавления. 1, 2, 3 и 4. Теперь столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И еще 2 убавки. Первая и вторая. В конце 11 ряда 30 столбиков. 12 ряд тоже провязываем 30 столбиков без изменения. 13 ряд, 3 столбика, убавка. 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 13 ряда 24 столбика. В 14 ряду будем ввязывать ножки. Я вот отметила, где будут располагаться ножки. И я отмечала так, чтобы было относительно хвостика, чтобы расположились ножки в правильных местах. Не относительно вот маркера, а вот где хвостик. И вот так просчитывала. И теперь давайте будем ввязывать. Провязываю 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Вот довязала до маркера. Теперь берем ножки, которые вот с коротенькой ниточкой. И 4 столбика провязываем вместе с ножкой. Один. Два. Три. И 4. 2 столбика. 1, 2. Это будет между ножками. Довязала до маркера и берем вторую ножку и провязываем 4 столбика со второй ножкой. Один. Два. Три. И 4. Вот так. И до конца ряда довязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 столбика без изменения. 15 ряд. Хвостики все в середину. Вяжем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 15 ряда 18 столбиков и наполняем наполнителем. 16 ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем так 3 раза. В конце 16 ряда 15 столбиков. Вот забыла сказать, что когда наполняем наполнителем, то внизу вот сделать так, чтобы было более плоское наполнение, чтобы не было вот такого круга снизу, чтобы игрушка могла самостоятельно потом стоять. И довязываем до конца 16 ряд. В конце 16 ряда 15 столбиков. 17 ряд вывязываем голову. 15 прибавок подряд. Довязываем до конца ряда, и в конце 17 ряда получится 30 столбиков. 18 ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце 18 ряда 36 столбиков. 19 ряд. Провязываем 36 столбиков. В 20 ряду я вот по центру отметила маркерами 4 столбика, где будем вывязывать мордочку, носик. 20 ряд. У меня получается 19 столбиков
без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Дошли до маркеров. И здесь 4 прибавки из столбиков с накидом. Столбик с накидом, столбик с накидом. Первая прибавка, столбик с накидом и еще один. Вторая прибавка, столбики с накидом. Третья прибавка и четвертая прибавка из столбиков с накидом. Далее 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получилось 40 столбиков. 21 ряд. 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И здесь провязываем 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получилось 40 столбиков. 22 ряд. 40 столбиков без накида. Довязываем так до конца ряда. 23 ряд. 19 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Довязали вот до носика. И здесь делаем 4 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка
и 4 над носиком. 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Получилось 36 столбиков. 24 и 25 ряды вяжем по 36 столбиков. 26 ряд. 1, одеваем маркер, 2, 3, 4, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 26 ряда 30 столбиков. Вставила глазки 10 миллиметров. Они расположены между 23 и 24 рядом. Между глазиков 8 столбиков. И глазки 10 миллиметров. Следующий ряд 27. 3 столбика. 1, 2, 3 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 27 ряда 24 столбика. 28 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 28 ряда 18 столбиков. Наполнили голову наполнителем. 29 ряд, 1 столбик, следующий убавка. Повторяем 6 раз. В конце 29 ряда 12 столбиков. Дозаполнили наполнителем. И последний 30 ряд, 6 убавлений. Довязываем так до конца ряда. Теперь спрячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали, и затягиваем. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Свяжем ушки, набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4. В последнюю воздушную петлю ввязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание, эту ниточку ввязываем и вяжем по обратной стороне. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Первый ряд 12 столбиков. Начинаем вязать второй ряд. Прибавка. Оденем маркер. 1 столбик без накида. Далее полустолбик с накидом. Еще полустолбик с накидом. Теперь 4
полустолбика с накидом, 4 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая прибавка из полустолбиков с накидом, вторая прибавка из полустолбиков с накидом, третья прибавка из полустолбиков с накидом и четвертая. Два полустолбика с накидом, 1, 2 и 2, 1 столбик без накида и прибавка. Соединяем и отрезаем ниточку, оставляем для пришивания. Получается вот такие ушки, вот так их будем складывать и пришивать. Свяжем рожки, берем дополнительный цвет, делаем кольцо амигуруми, ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем, в первом ряду 6 столбиков, во втором ряду провязываем 1 столбик, следующий прибавка. Так повторяем 3 раза и в конце второго ряда 9 столбиков. Третий ряд 9 столбиков, довязываем до конца ряда. Оставляем нить для пришивания, и вот получаются такие рожки. Теперь сделаем утяжку для глазиков. Ввожу иголку внизу глазика, перехожу на второй глаз. Хвостик оставляем. Перехожу снова на первый глаз, вывожу вверху. Перехожу на второй глаз. Тоже вывожу вверху и здесь перехожу уже на нижнюю часть глазика. И вот так подтягиваем. И затягиваем на второй узелок, завязываем и прячем эти ниточки в серединку игрушки. Я вот булавками прикрепила ножки, и теперь будем их пришивать. За столбики на основной детали. Теперь вот за ножку. Основная деталь. Снова за ножку. Основная деталь. Ножка. Основная деталь. И ножка.
Как вы видите, ножка пришилась так вот, что болтается. Я буду ее еще присоединять, чтобы она вот так держалась возле туловища. Перевела нитку немного дальше. И теперь вот так через всю ножку. Ножку так подтянула. Если хотите, можете сделать еще один стежок. Если нет, то можно делать уже узелок. Или вот еще один раз в то же место. Вот так. И здесь уже снизу делать узелок. Точно так же пришиваем вторую ножку. Прикрепила вверху головы рожки. Я их немного наполнила наполнителем. И теперь тоже вот сразу пришиваем за голову, за столбики на голове. Теперь вот столбики на рожках. Снова столбики на голове. Столбики так на рожках. Ниточку подтягиваем. И вот так пришиваем по кругу. Делаем узелок и переходим, пришиваем второй рог. Теперь будем пришивать ушки. Вот так сложены они пополам. Прикладываем там, где вот находятся рожки. И тоже заводим иголку там, где рожки, вот за голову. И теперь за ушки. Ниточку подтягиваем. За голову. И за ушки. И теперь можно пришить второе ушко. И потом эти две ниточки связать на 2 узелка и спрятать в середину игрушки. Теперь сделаем вышивку носика. Я вот оставила хвостик для того, чтобы потом связать 2 хвостика на 2 узелка. Вывела там, где будет располагаться носик. Так, прокалываю напротив и опускаюсь вниз по центру. Подхватываю эту петельку. И вот опускаюсь ниже, делаю ровную полоску. И здесь, если хотите, можно оставить или одно вот так
ровную полоску или еще довышивать улыбочку. И снова опускаемся так немного ниже, там, где вот заканчивается черная полосочка. Тоже вот так подхватываем и выводим снизу. Можно сделать вот с такой улыбочкой, можно без нее. И далее этой ниточкой вышиваем реснички, бровки. И вот я еще довышивала, как я и говорила, реснички. Вот так, бровки. И сделала щечки. Вышила 3 стежка полухлопковой пряжей. И еще можно сделать декор цветочек. Делаем кольцо амигуруми и набираем 1, 2 воздушные петли. Теперь делаем столбик с накидом и 2 воздушных петли и соединительная петля. Это получается один вот такой лепесток. И еще 2 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли, соединительная петля. Это второй лепесток. И так делаем 5 лепесточков. Две воздушных петли, столбик с накидом, 2 воздушных петли. Так, это 4-й лепесток и 5-й. 2 воздушных петли, столбик с накидом, 2 воздушных петли и соединительная петля. Берем нижний хвостик, затягиваем. Вот получается такой цветочек. И можно оставить нить для пришивания. И вот получилась такая козочка. Пришила ей цветочек декор и одела на ленточку вот такой колокольчик. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!